Всем привет! Меня зовут Ольга Балабанова, и вы смотрите «Ехать надо» на канале Green Jack Channel. Сегодня рассказываем вам про Черногорию. Черногория небольшая, но изумительно красивая страна на побережье Адриатического моря. Если ехать вдоль побережья с севера на юг, то это всего 130 километров, поэтому вот лучший способ познакомиться с этой страной – это просто взять машину в рент и ехать кататься. Для украинцев Черногория страна безвизовая, поэтому можно лететь в нее вот прямо в тот момент, когда вы решили это сделать. Последние лет 10 в Черногории очень активно развивается туризм. Собственно, это и есть главная статья дохода местных жителей, но и сельское хозяйство. Черногория экологически чистая страна, потому что в ней нет крупных промышленных предприятий. И, соответственно, все, что в ней выращивается, очень хорошо продается в Европе. Собственно, из чистоты там горы, море и свежий воздух. И великолепные мидии и устрицы. По всей стране громадное количество ферм, которые выращивают мидии и устрицы. Вообще там морепродуктов, просто рай для любителей морепродуктов. Еще одно гастрономическое чудо Черногории – это прошут. За ним едут специально. Прошут – это то же самое, что в Италии прошутто, в Испании хамон. В Черногории это прошут, вяленая свиная нога. Роскошное лакомство. Вообще у этой страны очень любопытная экономика. Дело в том, что Черногория не входит в Евросоюз, соответственно, не печатает европейские деньги. Но именно евро – денежная единица Черногории. Соответственно, денег в этой стране ровно столько, сколько она заработала на экспорте и сколько привезли туристы. Любопытно, не правда ли? Что нам с вами может быть интересно в Черногории? Ну, во-первых, из природных красот это Бока-Которский залив, один из самых красивых в Европе. Это великолепнейшее Скадарское озеро с потрясающей фауной. Это частный остров Свети Стефан с потрясающими красными черепичными крышами, великолепно, живописно расположенный в Адриатическом море. Кроме того, Черногория состоит из маленьких крошечных городков. Старая часть некоторых из них занесена в список ЮНЕСКО. Конечно же, это Котор. Запомните это название, мы еще вам о нем расскажем. В него заходит просто громадное количество круизных лайнеров. Это Старый Бар, старая часть города Бар, разрушенный в свое время, сегодня он тоже в списке ЮНЕСКО, и старая часть самого южного черногорского города Улцень. В Черногории два аэропорта. В Подгорице, это столица страны, и в Тивате, это на побережье. Мы с вами летим как раз в Тиват, потому что он расположен прямо в Бока-Которском заливе, соответственно, на море, и принимает чартерные рейсы весь летний сезон. Вообще, этот аэропорт интересен сам по себе. Он строился в 50-е годы для тренировки гражданских и военных парашютистов и даже принимал парашютные соревнования. Но в 70-е годы был переоборудован под местные рейсы и уже в 2000-е годы под международные, когда в стране стал активно развиваться туризм. Аэропорт очень живописно расположен. Когда вы заходите на посадку, вы заходите через горы. Взлетно-посадочная полоса начинается прямо от воды, там даже пляж есть. В общем, фантастический вид у вас начинается, сразу же в самолете. Красота начинается уже при подлете к стране. Кстати, те, кто любит фотографировать самолетики, могут делать это прямо с проезжей части возле аэропорта. Вообще можно фотографировать взлет и посадку самолетов, практически с любой точки, с любых ракурсов. А если вы подниметесь в горы над заливом, то вам откроется совершенно незабываемый вид. Собственно, все именно туда и поднимаются, потому что это практически главная must-see в Черногории – посмотреть с самого верху на Бока-Которскую бухту. Так вот, если вы еще и сделаете это на закате, то фантастика вам просто гарантирована, потому что закаты в Черногории невероятные. Солнце там садится прямо в Адриатическое море. Теперь про практические вещи, пока мы все еще говорим об аэропорте.
Если вы сторонник упаковки чемодана в пленку, то мы рекомендуем вам делать это не в самом аэропорту за 11 евро, а в соседнем кафе, которое расположено прямо справа от здания аэропорта, за 7 евро. Ну а на оставшиеся 4 можно прекрасно попить кофе в конце концов, ну или инжира купить. Как же добираться из аэропорта Тиват в любую часть страны? Собственно, прелесть заключается в том, что как только вы вышли из здания аэропорта, тут же перед вами трасса, по которой ездит любой транспорт. Вот на ней можно проголосовать и поймать либо попутку, либо автобус, который довезет вас куда угодно. Особенно в близлежащие городки, конечно, очень удобно таким образом добираться, но это если вы, в общем, сторонники приключений, или вы очень налегке, или если вы вот такие вот любители автостопов. Если вы все-таки с семьей, отдыхать, то вам следует все-таки заказать трансфер, поверьте, это не так дорого. Если позаботиться об этом заранее и погуглить, 20-30 евро в близлежащие городки, сам Тиват в 4 километрах от аэропорта, Будва, Котор, совершенно недорого, 20-30 евро. Ну а мы все-таки советуем продвинутым путешественникам выбирать вот вариант путешествия по стране, машина в рент. Ее можно заказать прямо в аэропорт, вам ее привезут, вы прямо на ней уже двигаетесь дальше. Поверьте, это действительно очень удобно, тем более, что на этом автомобиле вы будете передвигаться не только по всей стране, а еще и съездите в ближайшую, не менее живописную заграницу, Хорватию. Как же выбрать базовый город, в котором вы будете располагаться? Большинство туристов едет в Будву. Но ее активно продают туроператоры. Ну и, кстати, в соседние с ней Бечичи и Рафаиловичи. Вот эти вот последние мы не выбираем абсолютно точно, потому что это нелюбимый нами тюленей отдых. Там есть красивые пляжи, там есть симпатичные отели, но, собственно, больше ничего. За любым развлечением вам придется ехать на такси километров 12-15. Да, конечно, при наличии автомобиля, взятого в рент, эти там километры совершенно не проблема. Но, поверьте, там правда, скучно. В Будве, наоборот, слишком весело. Там громадное количество туристов, как правило, русских и украинских туристов. Повсюду слышится русская речь. И вообще такое впечатление, что из дома не уезжал. Ну вот Аркадия, Одесса, Аркадия, Август. Вот один в один. Поэтому Будву мы тоже не рекомендуем вам выбирать. Кроме того, цены в ней выше, чем где бы то ни было вообще во всей стране. Мы выбираем в качестве базового города Тиват. Он относительно крупный, в нем есть все, что необходимо. И крупные супермаркеты, и вечерние развлечения. Он очень удачно и живописно расположен в Бока-Которском заливе. В нем есть аэропорт, собственно, туда мы и прилетели. И мы выбираем небольшой апарт-отель. Почему? Желательно, кстати, со своим пляжем, потому что это всегда немного народу. Почему апарт? Потому что это всегда кухня, а кухня – это возможность готовить самостоятельно, готовить свежайшие морепродукты, которые вы купили в какой-нибудь чудной соседней лавке, и свежайшее мясо, тоже из соседней лавки. Запоминайте, в Черногории мясные лавки называются мясарня, и там есть все, что угодно, все, что необходимо для счастья благополучного туриста. Тиват. Город недорогой, и из него очень удобно перемещаться в любую точку страны. Мы вам вот прям не рекомендуем брать групповые экскурсии у местных туроператоров. Мы вам все-таки рекомендуем пользоваться автомобилем в рент, потому что таким образом вы можете спланировать ваше путешествие самостоятельно. Вы не будете зависеть от толпы туристов в 50 человек, от какого-то жесткого расписания. Вы можете за этот же день посмотреть гораздо больше и в удобном для вас темпе. Если же вам все-таки очень хочется дополнительной информации, то погуглите заранее и найдите местного гида. В Черногории, поскольку страна эта небольшая, гиды не привязаны к какому-то конкретному городу, и поэтому один индивидуальный гид может показать вам практически всю страну. Поэтому гуглите, и будет вам счастье. В следующих выпусках расскажем вам про разные черногорские города. Ждите интересностей про Тиват, Будву, Бар, Херцег Нови, деревню Негуши, Перост и, конечно же, Котор. Планируйте путешествия, мы вам поможем. Подписывайтесь на Green Jack Channel, и будет вам счастье, и будет вам много увлекательного. Будьте с нами. Пока-пока.